На выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе корпорация Stellantis показала долгожданный большой электрический пикап Ram 1500, который призван продемонстрировать путь развития американской марки. Премьера серийного пикапа с электрической силовой установкой запланирована на 2024 год. А пока футуристичный прототип дает понять, какой окажется модель, объединяющая новый фирменный стиль и характерные черты современных пикапов Ram. Прототип с длинным названием Ram 1500 Revolution BEV Concept получил светодиодные фары с двойными полосками дневных ходовых огней, кабину без центральных стоек, камеры вместо зеркал, объединенную с лобовым стеклом полностью прозрачную крышу с электрохромным покрытием и колеса с фиксированными центральными колпачками, как у Rolls-Royce. Также пикап оснащается мощной защитой днища и силовыми буксировочными петлями, которые можно убирать вровень с кузовом. 24-дюймовые колеса обули в 35-дюймовые внедорожные шины. Доступ в салон открывает распахивающиеся навстречу друг другу двери. Новинка базируется на равной платформе STLA Frame. Она была анонсирована еще в 2021 году. Концепт оснастили пневмоподвеской и управляемыми задними колесами. Они могут поворачиваться на угол до 15 градусов. В состав силовой установки вошло 2 электромотора, а батарея имеет запас хода до 805 км и поддерживает зарядные терминалы мощностью до 350 кВт. Пневмоподвеска обеспечивает 3 режима работы в зависимости от условий и типа покрытия под колесами. Также Ram не исключил, что серийный электропикап все-таки получит бензиновый двигатель внутреннего сгорания. Он будет работать в роли генератора для зарядки батарей. От мощной станции зарядки за 10 минут можно подзарядить аккумулятор, которого хватит на 160 км пробега. Пока что это все технические характеристики, которые раскрыла компания. Двери салона, выдвижные ручки, подножки и дверцы грузовых отсеков оснащаются электроприводом. В салоне добавлен третий ряд сидений. Они сделаны откидными и крепятся на перегородке между пассажирской и грузовой частями пикапа. Задняя стенка кабины складная, благодаря ей груз из кузова может частично заходить в кабину. Распашные створки заднего борта и выдвижная панель пола также позволяют увеличить длину грузовой площадки до 5,5 метра. А благодаря рельсовой системе кресла второго ряда передвигаются по салону в широком диапазоне. Также их можно снять. Спереди имеется объемный багажник-органайзер с глубоким центральным тоннелем и разъемами для подключения электроприборов. В салоне на передней панели нет щитка приборов, его заменяет проекционный экран. Центральный мультимедийный экран состоит из 2 тачскринов диагональю 14,2 дюйма каждый. Верхний дисплей можно регулировать, а нижний экран можно снять и использовать как планшет. Медиасистема снабжена элементами искусственного интеллекта, за счет которых реализован виртуальный помощник с голосовым управлением. Подлокотники между передними креслами тоже съемные. Их можно установить поверх колен и разложить в столик для работы или перекуса. Еще концепт оснащается наружными проекторами, которые позволяют создать уличный кинотеатр. Серийную версию Ram 1500 Revolution компания обещает вывести на рынок в следующем году. Основными конкурентами пикапа станут нынешний лидер сегмента Ford F-150 Lightning, а также Chevrolet Silverado EV. Кому интересно, про них на канале уже есть отдельные обзоры. Ссылку оставлю в правом верхнем углу и в конце этого видео. Друзья, не забывайте делиться своим мнением в комментариях. Можете написать, что вас больше всего удивило в новом Ram 1500. А также не забывайте поддерживать это видео лайком, а канал своей подпиской. А если вы любите и интересуетесь автомобилями, то советую заглянуть в мой телеграм-канал. Там каждый день выходят актуальные автомобильные новости. Ссылку оставлю в описании под видео и закрепленном комментарии. Переходите и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.